Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум и найдя во мне прибежище, многие люди в прошлом постигли меня. Так они очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко мне. Комментарий. Как уже было сказано, тому, в ком сильны материальные привязанности, очень трудно постичь личностную природу высшей абсолютной истины. Обычно люди, привязанные к телесным представлениям о жизни, настолько закостенели в материализме, что практически не способны понять, как Всевышний может быть личностью. Такие материалисты не могут даже представить себе, что существует нетленное духовное тело, исполненное знания и вечного блаженства. Материальное тело бренно, исполнено невежеством и обречено на нескончаемые страдания. Поэтому, услышав, что Господь является личностью, обладающей телом, мирские люди переносят на него свои представления о теле. Для таких людей Всевышний – это бескрайний материальный космос, и потому они считают Бога безличным. И поскольку их сознание сосредоточено на материальном, их страшит сама мысль о том, что после освобождения они сохранят индивидуальность. Когда они слышат, что в духовном мире живые существа тоже обладают индивидуальностью, перспектива снова стать личностями пугает их. Поэтому они предпочитают раствориться в безличной пустоте. Такие люди часто сравнивают живые существа с пузырьками пены, исчезающими в океанских волнах. По их мнению, пустота – это самый высокий уровень духовного бытия, которого можно достичь, лишившись индивидуальности. Подобные концепции продиктованы страхом и не опираются на истинное знание духовной реальности. А многие люди вообще не верят в существование духовной реальности. Сбитые с толку, с обилием противоречивых философских теорий и воззрений, они от досады и гнева приходят к глупому выводу о том, что высшей причины бытия просто не существует, и что все в конечном счете есть пустота. Такие люди просто больны. Итак, они слишком обременены материальными привязанностями и поэтому не испытывают интереса к духовной жизни. Другие мечтают о слиянии с высшим духовным бытием, а третьи, озлобленные засилием псевдодуховных учений, ни во что не верят и утрачивают надежду на спасение. Последние находят прибежище в алкоголе или наркотиках и принимают вызванные ими галлюцинации за духовное видение. Необходимо избавиться от всех трех форм привязанности к материальному миру: пренебрежение духовной жизнью, страха стать духовной личностью и приверженности к философии пустоты, в основе которой лежит разочарование в жизни. Чтобы освободиться от этих трех форм материальных представлений о жизни, надо полностью предаться Господу, выполняя указания истинного духовного учителя и следуя правилам преданного служения. Высшей ступенью преданного служения является ступень бхакти, бхавы, трансцендентной любви к Богу. Бхакти Расамрита Синдху 1.4.15-16 в трактате, посвященном науке преданного служения, сказано: вначале у человека должно возникнуть Адо Шрада Тата Саду Санга Та Баджана Крия Тато Нарта Нивritishат Тато Nishtаручис Тата Ата Сактис Тато Павас Тата Према Бюданшати Садаканам Аям Премна Прадурбаве Бавет Крама. Вначале у человека должно возникнуть стремление к самосознанию. Оно побудит его искать общество людей, достигших высокого духовного уровня. Затем начинающий преданный получает посвящение у возвышенного духовного учителя и, следуя его указаниям, начинает заниматься преданным служением. Занимаясь преданным служением под руководством духовного учителя, он освобождается от всех материальных привязанностей, становится постоянен в духовной практике и обретает вкус к слушанию повествований об абсолютной личности Бога, Шри Кришне. Этот вкус помогает преданному развить привязанность к сознанию Кришны, которая, усиливаясь, превращается в бхаву, начальную стадию трансцендентной любви к Богу. Истинная любовь к Богу называется премой, является высшей ступенью совершенства. На стадии премы
преданный занимается трансцендентным любовным служением Господу непрерывно. Таким образом, когда человек, переходя с одной ступени преданного служения на другую и действуя под руководством истинного духовного учителя, постепенно избавится от всех материальных привязанностей, от боязни сохранить духовную индивидуальность и от отчаяния, заставившего его искать прибежище в философии пустоты, он достигнет высшей ступени совершенства. Тогда он в конце концов получит право попасть в обитель Верховного Господа. Vita raga maya kroda man maya mam upashrita bahavo gyana tapasa utamad bhavam agata. Being freed from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me, many persons in the past became purified by knowledge of me, and thus they all attained transcendental love for me. Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум и найдя во мне прибежище, многие люди в прошлом постигли меня. Так они очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко мне. So this chapter here is called Transcendental Knowledge. И эта глава называется «Божественное знание». So Krishna is explaining how very important it is to acquire transcendental knowledge. И здесь Кришна подчеркивает, насколько это важно обрести божественное знание. Later in this chapter, there's a few verses. Krishna is explaining the importance of transcendental knowledge. Later in this chapter. Позднее в этой главе Кришна описывает значение трансцендентного знания. Maybe you can read text 38. Сейчас прочитаем текст 39, 38. Actually, it's 36. Start from 36. 36, начиная с 36-го. Yeah, just read the translations. Просто прочитаем перевод. 36. Даже если ты самый грешный из всех грешников, зайдя на корабль духовного знания, ты сможешь пересечь океан страданий. 37. О Арджуна, подобно тому, как пламя костра превращает дрова в пепел, огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. 38. В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Это знание – спелый плод всей практики йоги. Тому, кто достиг совершенства в преданном служении, оно в свой срок открывается изнутри. 39. Человек, исполненный веры, обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание, достоин получить его, и когда он обретает его, к нему тотчас приходит высший покой. 41. Кто занимается преданным служением, избегая привязанности к плодам своего труда, чьи сомнения рассеяны божественным знанием, тот воистину познал свое истинное «Я». Поэтому, о завоеватель богатств, такой человек никогда не попадает в рабство последствий своей деятельности. 42. И 42. Поэтому, о Бхарата, мечом знания, разрубив в своем сердце узел сомнений, порожденных невежеством, вооружившись йогой, восстань и сражайся. And also we read text number 9. Также мы прочтем текст 9. Тот, кто знает божественную природу моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает моей вечной обители, о Арджуна. So these verses illustrate the importance of transcendental knowledge. Данные стихи подчеркивают важность трансцендентного знания. In this verse today, number 10, we heard how in the material world people are in different kinds of illusion. И в сегодняшнем стихе, в 10-м, мы читаем о том, как в разной степени
люди сегодня находятся в иллюзии. So, in particular, three kinds of illusion are explained. Здесь объясняются 3 вида иллюзий. One is very strong material attachment, Первый – это очень сильные материальные привязанности. identifying with the material body as the self, Когда мы отождествляем себя с этим телом thinking that the goal of life is to enjoy the senses. и полагаем, что цель жизни – это наслаждать наши чувства. So generally such people don't have any interest, or they have very, very little interest in any kind of spiritual life. И по сути, люди в этом мире имеют очень мало интерес к духовной жизни. See, they're too much absorbed on a bodily platform. Они слишком застряли на телесной платформе. So this is attachment. Это и есть привязанность. Then again, Prabhupada's explaining in detail fear. There are persons who think that because we're suffering as persons in the material world, that spiritual life must mean we have to give up our personality. И также Шрила Прабхупада описывает тот вид страха, который мы испытываем из-за того, что здесь мы испытываем страдания и духовном. Here, because we're suffering because we're persons. Из-за того, что мы личности, мы страдаем здесь. So therefore, to get free from suffering, you have to give up our personality. И это значит, чтобы освободиться от страданий, нам нужно избавиться от себя как личности. We have to merge into this supreme. Нужно соединиться с Абсолютом. So they think only in the material world personality exists. Они считают, что личность существует лишь в пределах материального мира. But and because material life is full of suffering, therefore they think spiritual life means there's no personalities, there's no variegatedness. И они считают, что поскольку материальный мир полон страданий, то личности не должно существовать в духовном мире. Only impersonal Brahman. Только лишь безличный Брахман. Everything is merged into one. И все сливается воедино. This is a Mayavadi concept. Это концепция Майявады. That everything in the material world is Maya. Все в материальном мире есть майя. Even the concept of the deity of the Lord having personality is also Maya. Даже концепция того, что есть божество и оно является Богом, это тоже майя. So, in this way, they think that to make spiritual advancement, you have to give up everything in the material world. Поэтому они считают, что чтобы духовно продвигаться, нужно оставить все в материальном мире, абсолютно все. Therefore, they say it is obligatory to become sannyasi. Поэтому необходимо стать саньяси, if you want to make spiritual progress. Если вы хотите духовно продвигаться. Go away to the Himalayas or some solitary place in a taiga. Нужно ехать в Гималай, либо в уединенное место в тайге. And there you enter into meditation on Brahman. И затем начинается медитация на Брахмана. You stop all action. Все действия прекращаются. As far as possible. Насколько это возможно. Once I saw a picture book of yogis in the Himalayas. Однажды я видел альбом с фотографиями, где были изображены йоги в Гималаях. You know, some of them were standing just like this, for years. Вот таким образом они стояли. Some of them, not all. Нет, конечно, не все, некоторые из них годами вот таким образом. The nail was grown very long here. И у них очень длинные ногти вырастали. And this nail was grown through the hand. И ноготь даже врастал в руку. And it couldn't move the hand anymore. Они не могли даже двигать рукой никак. So this supposedly merged into Brahman. Предполагается, что они слились с Брахманом. But these are very, horrible kinds of austerities. Но это ужасные аскезы. And actually, they don't really lead to
pure spiritual progress. И по сути они не ведут к чистому духовному росту. It is just a kind of what they say in limbo, in a suspended condition. Limbo, yeah, maybe you don't know that word. Yeah. I don't think so. Suspended, like suspended. Yeah, but just, yeah, suspended, doing nothing. В подвешенном состоянии ничего не делают. Нет, не левитируют, просто как. Don't act, you know, they're not active, but on the other hand, you know, they haven't really attained spiritual perfection. They're in between somewhere. Они не активны, но и не достигли духовного совершенства. Где-то посередине, где-то между. And many of them, Prabhupada said, you know, they become tired of that position. И говорят, что они устают от этого положения. Many of them. Большинство из них. And therefore they return to material world. И поэтому они возвращаются в материальный мир. Prabhupada said they go to Himalayas to merge in Brahman, but then they get tired and no activity, so they come back to the big cities. И Шрила Прабхупада говорил о том, что они уезжают в Гималаи, сидят, сливаются с брахманом, и потом устают от этого, и, потому что нет никакой деятельности. Так потом они возвращаются в большие города. And then they do some welfare work, like opening schools, opening hospitals, something in the mode of goodness. Затем они занимаются такой благотворительной деятельностью в гуне благости, открывают школы, разные организации. So they haven't reached the platform of transcendental activity. Они не достигли трансцендентного уровня деятельности. And because we are active by nature, А поскольку по своей природе мы активны, therefore they return to the material platform to perform activity. поэтому они возвращаются на материальную платформу, чтобы продолжить свою деятельность. So it's just pious activity, good karma. They're generating good karma. Они просто накапливают хорошую карму, благочестие. There's two verses by Srila Rupa Goswami. Есть два стиха Шрилы Рупы Госвами. Anasaktasya visayan yatarham upayunjata nirbandha Krishna sambandhe yukta vairagyam uchate prapanchika taya buddhya hari sambandhu vastana mumukshavi parityago falgu vairagya katyate. One who sees everything in relation to Krishna and uses everything in the service of Krishna, he is properly situated in real renunciation. Can you remember that? Тот, кто видит все связанным с Кришной и использует все, что у него есть в служении Кришне, He's properly situated. Он находится Properly in renunciation. Он находится в истинном отречении. On the other hand, one who gives up everything, А с другой стороны, тот, кто оставляет все, not understanding its connection to Krishna, и не понимает связь всего с Кришной, is not properly situated in renunciation. тот не достиг истинного отречения. So the first verse is describing yukta vairagya. This is a practical renunciation. Поэтому первый стих описывает юкта вайрагию, практическое отречение. That is the position of the devotee. Это положение преданного. And the second verse explains the position of the Mayavadis. И второй стих описывает положение Майявади. That's called Falgu Vairagya or false renunciation. Это называется фалгу вайрагия, либо неистинное отречение. To consider that everything is Maya. Считать все майей. And that therefore we have to leave everything in this world. Поэтому все, что есть в этом мире, нужно оставить. You see, but it is not correct. This is not proper understanding. Но это неверное понимание. The first verse explains how the devotee uses everything in Krishna's service. В первом стихе описывается то, как преданный использует все, что у него есть в служении Кришне. Understands everything belongs to Krishna. И понимает, что все принадлежит Кришне. Including our own body. Включая наше собственное тело. All our possessions. Все, что мы имеем. So we should try to use them in a service of the Lord.
Нам нужно пытаться использовать это в служении Господу. If we use for sense gratification, then we create karma. Если мы используем это для удовлетворения чувств, мы создаем карму. But if we use in a service of Krishna, we become free from karma. Но если мы используем это в служении Кришне, мы свободны от кармы. Yagyartat karma non yatra lokoyam karma bandhana tadartha karma kontiya mukta sangha samachara. That Krishna says work done as a sacrifice, work should be done as a sacrifice for the Supreme Lord. Говорится, что трудиться необходимо, работу нужно выполнять так, как подношение Господу. Otherwise, work binds one to the material world. А в обратном случае работа привязывает к материальной жизни. That is to say, it creates karma. Это создает карму. Same thing with eating. Тоже с процессом потребления пищи. Yagya sistasina shanto muchante sarva kilbishai bunjate te tvakam papam ye pachanti atmakarana. Krishna says the devotees of the Lord are free from karma, from sin, because they offer their food in sacrifice. Кришна говорит о том, что преданный свободен от кармы, от греха, потому что предлагает пищу в качестве подношения, в качестве жертвы. Whereas persons who prepare food only for their own enjoyment, they are verily eating sin. They're getting karma. Люди, которые вкушают пищу только лишь для удовлетворения чувств, вкушают только лишь карму, грех. So therefore Krishna says, Yad karosi yad ashnasi yad juhosi dadasi yad tapasyasi kontiya tat karushva madarpanam. All that you do, all that you eat, all that you offer and give away, and all austerities that you perform should be done as an offering to me. Кришна говорит, что бы ты ни ел, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, делай все это как подношение мне. So that means don't try to stop activity. Это значит, не пытайтесь остановить деятельность. And don't perform activity just for sense gratification. И не нужно действовать только лишь для чувственного удовлетворения. But perform activity as an offering to Krishna, in the service of Krishna. Но занимайтесь деятельностью в качестве служения Кришне, как подношение Ему. That is akarma. There's no karmic reaction there. Это акарма, здесь нет кармических реакций. But even if you have got those kind of tendencies, I mean, to enjoy the senses, or to hanker for merging or liberation, Но если у вас есть склонность к наслаждению, к чувственному наслаждению, либо вы желаете освобождения, даже если, even if, даже если это так, the Bhagavatam says still you should worship Krishna. в Шримад Бхагаватам говорится, даже в этом случае поклоняйтесь Кришне. Akama sarva kama va moksha kama udarati tivrena bhakti yogina yajeta purusam param. Whether you are free from material desires, or you're full of material desires, or you desire moksha, merging in Brahman, anyway, the Bhagavatam says, one who has got a broader intelligence should worship the Supreme Personality of Godhead. Если у вас нет никаких материальных желаний, либо вы, наоборот, полны материальных желаний, либо вы стремитесь к освобождению, если вы обладаете разумом, поклоняйтесь Кришне. Yes, so, therefore, the process of devotional service to Krishna and the process of chanting the holy name is considered the doubtless way of success for all. И поэтому процесс служения Кришне, а также воспевания Его святых имен является несомненным ключом к успеху для каждого. Etan nirvidyamananam ichitam akoto bayam yoginam nripanirnitam harinam anukirtanam. Sukadev Goswami says that, O King Parikshit, constant chanting of the holy names of the Lord is the doubtless and fearless way of success for all. Шукадев Госвами говорит, о
Царь Парикшит, воспевание святого имени Господа является ключом. Doubtless and fearless. Это путь, на котором нету страха. Это путь, на котором нет сомнений. Including for those who are free from material desires. Даже те, кто свободны от материальных желаний. And also for those who are full of material desires. А также те, кто полны материальных желаний. And also for those who are satisfied by performing yogic processes. А также те, кто занимаются практикой йоги. So for all of them, chanting the holy name is the recommended process. Для всех этих людей рекомендован процесс повторения святого имени Господа. So therefore, a devotional service is a very simple and practical process. Поэтому процесс повторения святых имен очень прост и практичен. Even you're attached, to material world. You're attached to family, friends, money, etc. You can take to the process of devotional service and gradually become purified. Даже если вы привязаны к материальному миру, ко многим вещам, например, к семье, к друзьям, вы тем не менее можете встать на путь преданного служения и постепенно очиститься. Even if you have a tendency towards, impersonal meditation, if you chant the holy names, if you worship the deity, then you can become gradually purified. Даже если у вас есть склонность к имперсональной медитации, тем не менее, повторяя святое имя и поклоняясь божествам, вы постепенно очищаетесь. Here a third kind of person that's described, persons who are angry, persons who have become frustrated because there are so many theories about spiritual life. А есть третий тип людей, они разочарованы от того, что существует такое обилие теорий по поводу духовной жизни. But still, Krishna is saying, if they hear from the proper sources, hear from Guru Sadhu Shastra, they can become rectified. Но Кришна говорит, что если эти люди слушают надежные источники гуру, садху и шастры, то они очищаются, искупляют свои грехи. So therefore, Prabhupada, he was preaching Krishna consciousness very forcefully. Поэтому Шрила Прабхупада так активно проповедовал сознание Кришны. To give people the opportunity to get real transcendental knowledge. Чтобы дать людям возможность постичь истинное трансцендентное знание. Everything Prabhupada was preaching is based on the ancient Vedic scriptures. Все, что проповедовал Шрила Прабхупада, основано на древних ведических писаниях. And he preached very much in accordance with Guru Parampara. И он проповедует в четком соответствии с Гуру Парампарой. Throughout his lectures, throughout his commentaries, he finds so many quotations from the previous acharyas. Во всех своих лекциях, во всех своих комментариях он цитирует предыдущих ачарьев. So as to understand the Bhagavad Gita properly. И чтобы верно понять Бхагавад-гиту. Because if we don't have proper guidance, then we'll easily misunderstand the verses. Если у нас нет четкого руководства, то мы можем неверно понять стихи. Just like if you go to a library and you get books on medicine or books on law and read them yourself, you won't be able to become a qualified doctor or lawyer. Так, например, если вы идете в библиотеку и ищете книги по медицине либо юриспруденции и изучаете сами, то вы не сможете стать квалифицированным врачом либо юристом. You need to get trained by a qualified doctor or qualified lawyer. Вас должен натренировать квалифицированный врач либо юрист. Of course, they will teach you on the basis of the bona fide books. Конечно же, они будут учить вас в соответствии с авторитетными книгами. But they know how to put that knowledge into practice properly. Но они знают, как правильно применить это знание на практике. They themselves learned from qualified persons. Они сами обучались у квалифицированных людей.
So this is very important principle in acquiring spiritual knowledge. Это очень важный принцип приобретения духовного знания. Therefore, we should hear from bona fide devotees and take guidance from them. Поэтому так важно слушать преданных и получать от них наставления. In the last part of the purport, Prabhupada is quoting two verses from Rupa Goswami. В последней части комментария Шрила Прабхупада ссылается на 2 стиха Рупы Госвами, Which explain the different levels of spiritual advancement. где он описывает разные уровни духовного роста. Beginning just from initial interest, initial inquisitiveness. Начиная с простой любознательности. There must be some initial faith that there's something good here. That's why people come here. Есть изначальная вера в том, что в этом месте есть что-то хорошее, поэтому люди сюда приходят. Something in this process that is valuable. Что-то значимое есть в этом процессе. That gives a person enough faith to come and associate with devotees. Это дает преданному веру приходить и общаться с другими преданными. And in the association of other devotees, then one gradually learns how to perform devotional service. И в общении с другими преданными он узнает, как правильно заниматься преданным служением. Especially under guidance of the senior devotees. Особенно, когда есть наставление старших преданных. But the devotional service in the beginning is unsteady. Но в самом начале преданное служение очень нестабильно. Due to anarthas or impurities in the heart. Из-за нечистоты, из-за анартов в сердце. But gradually, by practice, one's heart becomes purified. Но постепенно, с практикой, сердце очищается. That person becomes steady, fixed in his practice. И преданный становится стабилен в своей практике. Fixed in service physically, fixed also in vocally, in chanting and talking about Krishna, and eventually also fixed mentally in thinking of Krishna, devotional service. На физическом уровне, на ментальном, и также, что касается его воспевания, он становится стабильным. Yes. So thoughts, words and deeds are used in the service of Krishna. Это значит, что действия, мысли и слова задействованы в служении Кришне. And Prabhupada said that is actual sannyas. И Прабхупада говорит о том, что это и есть истинная саньяса. Sannyas is not a question of color of the cloth, it's a question of the consciousness. И Прабхупада говорит о том, что саньяса это не вопрос о цвете одежды, это вопрос о состоянии сознания. Not a question of just giving up everything. Это не значит просто отречься от всего. It's a question of using everything in Krishna's service. Это вопрос того, как правильно использовать все в служении Кришне. Whether man, whether woman, whether young, whether old. Это может быть мужчина, женщина, старый человек или молодой. But having the right consciousness, mentality of being fixed in using the thoughts, words and deeds in Krishna's service. Но если этот человек правильно использует свою речь, действия и слова в сознании Кришны, then that is nishta, and that is a real sannyas. это уровень ништхи, это истинная саньяса. And so then a person develops more and more taste for chanting and for devotional activities. И так у преданного появляется больше вкуса для воспевания и деятельности в сознании Кришны. Okay, a higher taste. Это более высший вкус. And real deep attachment to Krishna consciousness. И очень глубокая привязанность к процессу преданного служения. So thus love of God develops. Так развивается любовь к Богу. Eventually ecstatic love of Krishna. На самом деле это экстатическая любовь к Кришне. Prema. Према. So the process to develop prema is sankirtan. Prema sankirtan. И процесс развития премы это санкиртана, према санкиртана. And to be busy in the activities of devotional service. И занятость в преданном служении. Hearing, chanting, remembering, worshipping. Когда мы воспеваем, слушаем, поклоняемся, памятуем. Yes. Serving the lotus feet of the Lord.
служим лотосным стопам Господа, spreading Krishna consciousness. распространяем сознание Кришны. This is very important. Это очень важно. Prabhupada said, if you preach and you share this transcendental knowledge with others, your realization will increase. Шрила Прабхупада говорит о том, что если вы делитесь этим знанием с другими, то ваши реализации углубляются. You will become more convinced and more fixed in Krishna consciousness. Это значит, что вы более уверены и стабильны в сознании Кришны. And Krishna says that one who is teaching this message to others, for him devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. Кришна говорит о том, что если преданный обучает этому процессу других, то гарантированно в конце он вернется ко мне. Okay, so wish you success in your preaching activities. Поэтому я желаю вам успехов в проповеднической деятельности, In your chanting Hare Krishna, в воспевании Харе Кришна, in your service to Shri Nitai Nimai Sundar. в служении Шри Шри Нитай Nimai Sundaри. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, any question or comment? Если у вас вопросы либо комментарии, Yeah. Короче, сказали, что преданному заниматься служением стабильно мешает его анархия. Вот. И как быть в таком случае, то есть, чтобы быть стабильным, да, то есть мешает анархии, и преданный как он медитирует на какие-то анархии, то есть он прям прилагает усилия, чтобы как бы их устранить, либо он просто занимается, пытается именно стабильно совершать внешне, и они сами уходят. То есть как вот это происходит? You told us that the obstacle on the way of spiritual life is anartha. So what should we do? Just try to get rid of anarthas, meditate on them, or just keep doing what we do? They will get rid of them. Well, principally, yes, we should continue to follow the process. По сути, вы правы, нужно следовать процессу. Generally, if one sticks to the process diligently, the anarthas should gradually decrease. Если мы будем с усердием работать над процессом, то анархия уменьшится. But at the same time, if we study the scripture and we hear from senior Vaishnavas, we can get more transcendental knowledge. Но в то же время, если мы изучаем Священное Писание и слушаем вайшнавов, то мы получаем больше трансцендентного знания. So that can help us to recognize defects in ourselves. Так мы можем понять, что не так у нас. That can help us to root out the anarthas. Это поможет нам искоренить анархию. So main thing is continue steadily with the process in the association of serious devotees. Главное – это продолжать следовать процессу и общаться с возвышенными преданными. Try to chant the holy names as attentively as possible. Старайтесь максимально внимательно воспевать святые имена, But at the same time, try to hear and acquire transcendental knowledge so as to understand how to recognize impurities and get rid of them. и в то же время читайте Священное Писание и общайтесь со старшими преданными, чтобы понять, как выявить анархии внутри себя и как с ними быть, How to get rid of them. как избавиться от них. А вот вы цитировали стих из Шримад Бхагаватам, где говорится, что даже если у человека есть материальные желания, то он все равно должен заниматься преданным служением, постепенно очиститься. И мы знаем, что 10-е оскорбление святого имени – это сохраняет материальные привязанности. То есть получается, что человек воспевает, но в то же время сохраняет привязанности, это оскорбление, и он не может прогрессировать. Это вот за счет чего при наличии материальных желаний он прогрессирует и очищается. Well, yes, of course, it's a hindrance. If one has material attachments, it's a hindrance. Yeah. По сути, если есть материальные привязанности, то это препятствие на пути преданного служения. But still, if at the same time, if he's performing devotional service, chanting the holy names,
this will give him spiritual momentum. Но если мы продолжаем действовать, продолжаем воспевать, то дается духовная сила. And there are many material attachments also that can be what we say dovetailed or used in devotional service. Есть также и материальные привязанности, которые мы можем использовать в преданном служении. So we shouldn't become too worried about that 10th offense. Нам не нужно слишком бояться, слишком волноваться по поводу 10-го оскорбления. Oh, I got material attachment, I can't make any progress. О, как страшно, у меня есть материальные привязанности, я не могу прогрессировать. You know, practically everybody has some kind of attachments in this world. По сути, в этом мире у каждого есть те или иные материальные привязанности. It's a gradual process. Это процесс постепенный. You know, there has to be patience. Должно быть терпение. And just diligence, steadily performing the process. А также старание, чтобы пошагово выполнять этот процесс. So as to increase one's attachment to Krishna. Чтобы развить привязанность к Кришне. And to use one's material attachments in the service of Krishna. Также для этого мы можем использовать наши материальные привязанности в служении. So that way the percentage, you know, of Krishna consciousness in our lives becomes greater and greater. Тогда процент, та часть нашей жизни, которая связана с сознанием Кришны, становится больше. And you know, the material attachment can gradually be reduced. И постепенно будет меньше, меньше и меньше материальных привязанностей. By what's that verse in the Bhagavatam? Nasta preshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhagavati naistiki. By rendering, regularly hearing the Srimad Bhagavatam, rendering service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is gradually destroyed almost to nil. Если мы внимательно слушаем Шримад Бхагаватам и служим чистым преданным, постепенно все нежелательное уходит из сердца. Almost to nil. Почти к нулю это сводится. And thus loving service, you know, to the Lord is established as an irrevocable fact. И таким образом это неотъемлемый факт того, что преданное служение возрастает в сердце. So if devotional service is established as an irrevocable fact, then the material attachment will not be able to overcome the consciousness of the devotee. Если уже есть преданное служение в сердце, то никакая материальная скверна не затронет преданного. Gradually those material attachments will be reduced and pushed out. Постепенно на нет сводятся все эти материальные привязанности. To try and fill our lives up more and more with Krishna consciousness. Лучше стараться все больше наполнять свою жизнь сознанием Кришны. Okay, Sri Vijay is telling us we have to finish. Шри Виджай Прабху говорит, что пора. Поезд. Харе Кришна. Простанов, дорогие преданные, вот раздавать аппарат. Iskon Krishna Yarsk ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaura Premananda.